Всем доброе утро. На станции Орша без 10:05 утра, и я сажусь в свой первый за эту поездку синий белорусский R9M. В многочисленных комментариях к предыдущей серии вы меня спрашивали, откуда такой восторг по поводу электропоезда переменного тока? Ведь внешне он ничем не отличается от обычного, и в общем-то вы правы. Он не только снаружи, он и внутри ничем не отличается. Просто в подвагонное пространство добавлена выпрямительная установка, а все остальное электрооборудование, включая моторы, у него такое же. Единственное, что нас интересует, это то, как переменный ток высокого напряжения 25 киловольт на железных дорогах с постоянным током, если кто не знает, всего 3. Зацените, как тихо, когда двигатели выключены. Так вот, переменный ток напряжением 25 киловольт передается с крыши вагона, где расположен токоприемник, под вагоном, где расположены моторы. В R9 и R9P это были обыкновенные кабели в тамбуре, но для таких высоких напряжений кабели не годятся, и они довольно часто горели. Так что в R9M в моторных вагонах посреди вагона, ну просто потому что выпрямительная установка тоже посреди вагона. Посреди вагона убрали 3 сидячих места и разместили шахту со значком «Не влезай, убьет», внутри которой расположили шинный вод, просто из металлических шин. Очень надежно, но для безопасности занимает довольно много места. Кстати, при капитальном ремонте R9P их тоже все переделали на шинный вод. Теперь о том, почему R9M должен быть именно белорусским. Оригинальный окрас в противовес РЖДшной любви красить все в красно-серое — это только полдела. В 2015 году я решил поехать от Краснова, это та станция, где я пересел с российской электрички в белорусский дизель-поезд. Решил поехать от Краснова в Минск на велосипеде за один день, 270 километров. Вот обочина М1, по которой я ехал, была вся в стружке от сверления отбойников и здорово пожевала мне покрышку. Кроме того, у меня не было связи, потому что роуминг стоил безумный, по моим тогдашним понятиям, денег. Хуже всего было то, что сломался Powerbank, так что я выключил телефон и вообще не понимал, сколько сейчас времени и где я нахожусь. Погода в тот день была прекрасная, но сильный ветер был, и я не очень быстро ехал, начинало уже темнеть. Благодаря тому, что там везде по трассе висела полная карта Беларуси, я понял, что до Минска я не смогу. Надо сворачивать в Борисов и ночевать там. Но еще через час уже и эта миссия начала казаться невыполнимой. И вот, тут уже в сумраке я слышу издали уютный шум железной дороги где-то в стороне от трассы. Было бы очень классно сесть в электричку и доехать сразу до Минска, но карты нет, расписания нет, непонятно будет ли сегодня электричка вообще. В общем, я решил на этот шум не ехать. Переночевал в Борисове на вокзале, и уже утром эта божественная синяя электричка доставила меня до Минского сходня. Сейчас могу догадываться, что скорее всего я слышал эту электричку где-то под Крупками, где я сейчас и выйду, чтобы поснимать утренние поезда на мосту через реку Бобр. Посмотрите, какой туман.
what it fucks forever. Trying to be stronger for you. Ice cream, ice queen. I dream in jeans and leather. Live stream, I'm sweet for you. Oh God, miss you on my lips. It's me, a little Venice bitch, on the stoop with the neighborhood kids, calling out bang bang kiss kiss. You're in the yard, I light the fire, and as the summer fades away, nothing cold can stay. You're right, I tour, we make it work. You're beautiful and I'm insane. We're American made. Give me Hallmark. One dream, one life, one lover. Paint me happy in blue. Norman Rockwell. No hype under our covers. It's just me and you. Oh God, miss you on my lips. It's me, a little Venice bitch, on the stoop with the neighborhood kids, calling out bang bang kiss kiss. You're in the yard, I light the fire, and as the summer fades away, nothing cold can stay. You're right, I tour, we make it work. You're beautiful and I'm insane. We're American made. Signing off, bang bang kiss kiss. Signing off, bang bang kiss kiss. Oh God, want you on my lips. It's me, a little Venice bitch, on the street with the neighborhood kids, signing off, bang bang kiss kiss. Child, you heard my baby's back in town now. You should come over. We'll be hanging around now. You should come over. Получилось топово. Теперь 4-километровый забег в следующий город. Эту платформу электричка в Минск пропускает.
Минск Усходний, Минск Восточный. Добро пожаловать в Москву с человеческим лицом. Можно, например, просто выйти с электрички и безо всяких заборов тут же просто войти в метро. Совершенно забыл, что наличие трамвайных рельсов на Яндекс.Картах совершенно не означает, что по ним ходит трамвай. Поэтому придется перебегать восьмиполосное шоссе и идти метро, где проходить еще один унизительный шмон. Можно только порадоваться тому, как отдельные места Минска меняются в лучшую сторону. Осуществляются точечные меры по успокоению трафика, спроектированные советскими архитекторами из путинских материалов европейской части становится уютнее, проводятся городские праздники, позволяющие ознакомиться с культурой других народов. Все это, конечно, очень здорово, но стоя на холме, я заметил кое-что куда более интересное. Это, конечно же, прекрасная троллейбусная система мятного цвета. Ради такого я не поленился совершить типичную ошибку туриста и купить безлимитный проездной на наземный городской транспорт на день, и сейчас он у меня впервые в жизни окупится. Осторожно, зажигается. Наступный прыгник. Трудно слышать. Я всегда считал Минск довольно экспериментальным городом в плане социалистической архитектуры и надеялся в свободное время сегодня пойти погулять в какой-нибудь необычный район наподобие Чертанова Северного. Минчане наверняка со мной не согласятся, но я не смог найти ничего такого, поэтому просто поехал на Волгоградскую улицу. Сюда идет трамвай, планировка района выглядит интересно, а также рядом есть частный сектор. И можно будет посмотреть, настолько же ли он прекрасен, насколько прекрасна белорусская деревня. Every day you still come and visit me. You're supposed to be resting. It's in my head, but you're not where you're supposed to be. And here I'm confessing. Anyway, I see you from afar, but it's not really you. From my shoes, it's not really so bizarre, but the faces are true, like the sky is still blue, and I can't find a way to leave you. In my sleep, I dream of these open fields, so euphoric and peaceful. When I wake, I pretend that this place is real, but that way it's ceaseful. I can pray for a way to alter time, so I could absolve you from where I'm at. It seems like it's such a crime, but the faces are true. Yours I cannot pursue, and I can't find a way to leave you.
Частный сектор не оправдал ожиданий, и уже пришла пора направляться на легендарную платформу Института культуры. Прославилась она благодаря метрозабегам, которые постоянно приходится устраивать тем, кто путешествует по Беларуси поездами региональных линий эконом-класса. Дело в том, что главный вокзал Минска перегружен, и хотя большинство поездов с востока со стороны Орши прибывают на Минск пассажирский, на запад, в сторону Бреста в основном, поезда отправляются с расположенной в 1,5 километрах далее платформы Институт культуры. Наступная станция Институт культуры. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Institute Kulture. Please mind the closing doors. Уважаемые пассажиры, калі вы знайшлі на станціях ці ў тэрмінках метрапалітэна рішэнне Например, одним из вариантов сегодняшнего дня было еще поснимать поезда на мосту через реку Березина, недалеко от Борисова, и приехать на Минск пассажирский около 16, а уже в 16:24 отправиться дальше с Института культуры. План выглядит вполне реальным, если бегом и не тупить, но на удобную пересадку это никак не тянет. С главного хода довольно много съездов. Вот, например, ветка в Новоколосово, где в советское время была военная часть с ядерными ракетами, а в постсоветское ядерный могильник. Вообще в Беларуси очень хорошо даже просто ехать в электричке. Причем благодаря ширине вагонов 3,5 метра это можно делать с полным комфортом лежа. Осторожно, дверь зачиняется. Совершили стоянку в Барановичах. Баранович тоже довольно интересный железнодорожный узел. Поезд из Минска заезжает на второстепенный вокзал, где можно пересесть поезда в сторону Гродно или в сторону Украины, а дальше меняет направление движения и возвращается на магистраль, в Брест.
электричка следует дальше в Брест, а я решил сойти в Ивацевичах и посвятить весь завтрашний день исследованию достопримечательностей Ивацевичского района, о чем будет отдельное видео. Про все цифры из этой поездки тоже будет отдельное видео, но сегодняшними не могу не поделиться. Я проехал 420 километров, это примерно 2/3 страны, и заплатил за это 8 рублей 68 копеек, то есть примерно 3 евро 80. Цены на белорусской чугунке невероятно низкие, вся инфраструктура ухожена. Даже на глухих полустанках растет живая изгородь, которая подстригается. Поезда тоже находятся в прекрасном состоянии, несмотря на их возраст. Да, они морально устарели, но зато в них можно лежать и открывать окна, чего уже очень скоро не будет.